Представьте, за окном -40, метель стирает все следы, а вы живете одна на краю леса. Вдруг ночью раздается жалобный звук. Ни ветер, ни скрип досок. Кто-то зовет на помощь. Вы открываете дверь и вместо человека видите умирающего волчонка. Он не рычит, не убегает. Он смотрит вам в глаза так, будто понимает, вы его последняя надежда. А затем он разворачивается и зовет вас в самую чащу, в снежную бурю, к тому, что может изменить вашу жизнь навсегда. Валентина Ивановна жила одна в маленькой избушке у самого леса. Муж умер 3 года назад, болезнь забрала его тихо и медленно. Дети давно разъехались по городам и приезжали редко. Тишина стала ее привычной спутницей. В ту ночь мороз стоял лютый. Стекла покрылись узорами льда, печь едва справлялась. И вдруг она услышала тонкий пронзительный звук, не вой, а жалобный плач. На крыльце, почти занесенный снегом, лежал крошечный волчонок. Он дрожал так сильно, что едва держался на лапах. В его глазах не было ни капли агрессии, только отчаяние. «Господи!» – прошептала женщина. Волчонок попытался встать, пошатнулся и сделал несколько шагов в сторону леса. Потом оглянулся. Он явно звал ее за собой. Идти в чащу ночью – безумие, но оставить его еще хуже. Валентина Ивановна накинула тулуп, взяла фонарь и пошла следом. Метель слепила глаза. Волчонок то и дело падал, но упрямо двигался вперед. Через несколько минут они вышли на небольшую поляну, и там, среди сугробов, лежала волчица. Большая, сильная, но неподвижная. Ее бока едва заметно поднимались. Шерсть покрылась инеем. Она была жива, но замерзала. Волчонок подполз к матери и тихо заскулил. Сердце Валентины Ивановны сжалось. Любой бы испугался, раненый хищник может быть опасен. Но волчица лишь слабо приоткрыла глаза. В них не было злобы, только усталость. «Ну что ж, будем спасать», — твердо сказала женщина. Она вернулась к дому за санками и старым одеялом. Это было тяжело, волчица весила немало. Но каким-то чудом, шаг за шагом, Валентина Ивановна дотащила ее до сарая рядом с избой. Всю ночь она растирала замерзшие лапы, укрывала, подносила теплую воду. Волчонка она напоила молоком и устроила рядом с печкой. К утру метель стихла. Волчица задышала глубже, а потом, впервые, попыталась поднять голову. Прошло несколько дней. Женщина кормила их, лечила, разговаривала с ними как с родными. Волчонок больше не боялся. Он бегал по двору и смешно путался в собственных лапах. Когда волчица окончательно окрепла, она встала у двери сарая. Валентина Ивановна открыла ее. Лес встретил их тишиной. Волчонок выбежал первым, но остановился и оглянулся. Волчица подошла к женщине почти вплотную. Их взгляды встретились. Это длилось всего секунду. Но в этой секунде было все — благодарность, понимание, прощание. Волчица развернулась и ушла в лес. Волчонок побежал за ней, но еще раз обернулся. С тех пор по ночам Валентина Ивановна иногда слышит далекий вой. Он не пугает ее. В этом вое нет угрозы, только память. И каждый раз она знает, где-то в лесу живет семья, которая однажды выбрала человека своей последней надеждой.